Массированный удар посреди бела дня, взрывы в Киеве, дроны прорвались вглубь страны, Россия изменила тактику воздушных атак. Кремль в огне, Москва снова проснулась в дыму, площадь пожара впечатляет. Берлин и Вашингтон публично говорят о слабости России. Цена войны достигла немыслимых масштабов, сожжена новейшая техника оккупантов. Аппетиты Кремля растут. Генералы убедили Путина в скорой победе. План захвата Киева и Одессы. США отправляют войска в Украину. Глава Пентагона лично одобрил переброску сил. Об этих и других самых главных событиях вечера среды 13 мая. Новости, которые нельзя пропустить в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Досмотрите до конца. Должно быть, прямо в эти минуты, пока вы смотрите это видео, РФ продолжает атаку по территории Украины. Волнами, днем и массово. Взрывы гремят в Киеве, в столице работает ПВО. Это не отдельный удар, а продолжение большой волны атак, которая началась еще ночью. Дроны заходили группами с севера, юго-востока и юга. Взрывы и работу ПВО слышали не только в Киеве, но и в Смеле, Житомире и Хмельницком. В украинском небе отмечали больше сотни российских дронов, а Главное управление разведки предупреждает о длительной атаке. А вот советник министра обороны страны говорит о новой российской тактике. На этот раз шахеды двигаются вдоль границы РБ на расстоянии от 5 до 10 километров, буквально один за другим и сразу в большом количестве. Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на запад. За ночь Россия запустила по Украине 139 ударных дронов, 111 удалось сбить или подавить, но попадания и падения беспилотников фиксировали в 13 локациях. Самая тяжелая ситуация в Днепропетровской области, там погибли 8 человек, еще 11 раненых. Под ударами также были Харьков, Одесская область и Полтава. В Полтавской громаде после атаки по электроподстанции без света остались более 7 тысяч человек. Тем временем Россия снова просыпается в дыму. В Москве загорелся Кремль. Речь идет о культурно-развлекательном комплексе в Измайлове. Сначала горела кровля одного из административных зданий, ну а потом площадь огня выросла с 200 до 1000 квадратных метров. По данным российских медиа, огонь мог начаться в техническом помещении квестов рядом с музейным комплексом. Предварительная причина – короткое замыкание и неисправная проводка. Но это не все крупные пожары в РФ. Продолжает гореть нефтяная инфраструктура. Новые эпизоды. На этот раз в Башкортостане, на ЛПДС Нурлина. Это один из крупных узлов транснефти, расположенный на пересечении магистральных нефтепроводов из Западной Сибири в центральные регионы России. До украинской границы более 1200 километров. Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Власти официально инцидент не комментировали. В МЧС России только сообщили, что пожарные подразделения выехали на место. Очевидцы тем временем публикуют видео. Над нефтяным объектом поднимается густой дым. Данных о пострадавших и масштабе повреждений пока нет. Этой ночью дроны атаковали и Краснодарский край, где, вероятно, загорелась нефтяная инфраструктура в районе порта. США отправляют войска в Украину. В Вашингтоне хотят понять, как дроны работают в реальном бою, не на учениях. Американцы должны забрать все возможные уроки из этой войны и быстро внедрить их в своей армии, говорит глава Пентагона. Я лично одобрил направление дополнительного персонала туда, чтобы учиться на этом поле боя использовать беспилотники, как в наступлении, так и в обороне, чтобы гарантировать, что мы вынесем все возможные уроки из этого конфликта и учтем их в режиме реального времени. В частности, в том, как мы защищаемся и переходим в наступление во времена, когда необходимо доминирование беспилотников. Украинские FPV-дроны уже вышли в финал американского конкурса Drone Dominance и должны получить контракт от Пентагона. А на ключевой базе США в Саудовской Аравии уже развернули украинскую систему SkyMap для защиты от дронов. Украина уже сама становится школой современной войны для армии США. Арабские государства Персидского залива сейчас заключают двухсторонние сделки с Украиной и говорят Соединенным Штатам: ребята, вы ввязались в войну с Ираном, но не смогли защитить нас от беспилотников «Шахед». Угадайте, кто может. Украина – страна, которую вы хотите бросить на произвол судьбы и принести в жертву на алтарь Путина. Это не имеет никакого смысла. Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп говорил, что украинская помощь в защите от дронов не нужна совсем.
А в Украине тем временем озвучили стоимость войны. Мы много раз считали, в какую сумму обходится Москве эта война, но Киеву она тоже влетает в копеечку. Сумму озвучил министр иностранных дел, источник более чем официальный. For us, for Ukraine, one day of the war. Около 450 миллионов долларов стоит Украине один день войны. Самый большой вызов для нас, ведь мы платим высочайшую цену. И сейчас чернила истории Европы – это кровь украинских солдат. Мы хотим закончить эту войну. И единственный путь – это усиление нас и усиление давления на Россию всеми возможными инструментами. Масштаб просто пугает. В 2024 году один день войны стоил украинскому бюджету около 140 миллионов долларов. В сентябре прошлого года в Верховной Раде говорили уже о 172 миллионах в день. Теперь 450 миллионов. Почти в 3 раза больше, чем годом ранее. А вот Россия тратит пропорционально больше. По ранней оценке Forbes Украина, Россия тратила около 400 миллионов долларов в день в 2022 году. Более свежие оценки за 2025 год в публикациях со ссылкой на украинские источники дают уже примерно 547-584 миллиона долларов в день. Отдельные оценки для массированных ракетных ударов дают разброс примерно в 400-700 миллионов долларов за один день атаки, потому что цена сильно зависит от типа и количества ракет и дронов. Есть и более широкие подсчеты, которые называют еще более высокие значения, но мы можем оценить минимум и сравнить с размером экономик двух стран. Украинский министр говорит, этот год может стать решающим для мира. Но без США, по его словам, реальный процесс завершения войны невозможен. К слову о затратах на войну. Российский прорыв снова не прорвался. Новейший танк Т-90М стоимостью около 5 миллионов долларов сожгли на Харьковщине FPV-дроном примерно за $1000. Ладно, если совсем честно, 2 дронами. Но экономика все равно убийственная. Техника за миллионы против летающего расходника за копейки по меркам войны. Танк был спрятан в замаскированном капонире. После первого удара он попытался уйти, но второй беспилотник догнал его и остановил. Машину вычислили и подловили операторы подразделения Northern Eagle 151-й отдельной механизированной бригады. Т-90М «Прорыв» Россия назвала одним из своих самых современных танков, но за время полномасштабной войны таких машин уже потеряно более 30 уничтоженными или затрофейными. Символично, что первый подбитый в Украине Т-90М тоже сгорел на Харьковщине. Перемирия не будет, точно. Деду распечатали карту. Путин снова поверил в карту, нарисованную генералами. По данным Financial Times, российское командование убедило его, что до осени сможет захватить всю Донецкую область. После этого Кремль, как пишут источники, хочет поднять цену любого перемирия и требовать больше территорий. План всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена. Они, военные, говорят ему, что украинцы испытывают трудности, их фронт рушится, и у них закончились люди. Сначала Донбасс, потом новые претензии на Херсонскую и Запорожскую области. Украинская разведка предупреждает, если Россия получит успех на Донбассе, Путин попытается использовать его как трамплин для следующего шантажа. При этом источники Financial Times говорят, что он все больше зациклен именно на Донбассе и уже не хочет заморозки по нынешней линии фронта. Хотя всем заявляет, что война должна закончиться, и ему верят почему-то российские граждане. Ну а как же не поддержать-то? Ему виднее, чем нам-то. Все правильно. Может, и ближется к концу. А как же не поддержать, милые мои? 5-й год война идет. О чем вы говорите? Все ждем победы. И даже американский президент, который, я напомню, вычеркнул Россию из списка сверхдержав, оставив в списке только Китай и США, говорит, что война скоро закончится. Но как? Да, я думаю, все уже очень близко. Конец войны в Украине, я действительно считаю, что он уже очень близко. Но на земле все не так красиво, как в докладах для Кремля. Российское продвижение замедлилось, Украина бьет по войскам РФ и на передовой, и в тылу. В то, что побеждает на поле боя совсем не Москва, верят и в Европе, например, немецкий министр обороны. Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя.
В Украине Писториусу показали, как дроны работают на командных пунктах в Запорожской и Днепропетровской областях. Разведка, охота на российские системы, удары по солдатам – все это уже не теория, а ежедневная механика войны. Немецкий министр признал, Украина сильно нарастила эти возможности, особенно за последний год. И теперь этот опыт может стать важным даже для Бундесвера. Еще одно доказательство миролюбивости кремлевского режима – успешные испытания пресловутого «Сарматушки». Мы с вами говорили в прошлом выпуске о самом испытании, но реакция запасного президента РФ стоит отдельного упоминания. Поздравляем всех западных друзей России с успешным испытанием стратегической ракетной системы «Сармат». Теперь мы все стали гораздо ближе. Медведев снова достал ядерную риторику из кремлевского шкафа, на этот раз на фоне прошлых угроз со стороны Трампа и разговоров о дальнобойных ракетах. Москва снова пытается пугать не только Украину, но и Запад. Не аргументами, а привычным набором: ядерные намеки, ракеты, ПРО, вы нас не остановите. Это уже почти фирменный стиль, который обычно не имеет последствий. Хочу спросить вашего мнения об этом. Пишите прямо в комментарии под этим видео. В Казахстане решили своеобразно бороться с наркотрафиком. Там собрались его перепеть. Смотрим, комментируем обязательно. Дорогие друзья, незаконный оборот наркотических веществ влечет уголовную ответственность. А если ты решил этим заняться, эта песня специально для тебя. И сегодня закинул закладку под куст. Это значит, что мы уже рядом. Ты решил заработать нечестным путем. Значит, мы тебя ждем в автозаке. Будет тепло, замечательно, хорошо, волшебно. Приходи, располагайся. Хотел разбогатеть, уедешь на 5 лет за решетку. Они помогут, может повезет, условкой пронесет. Но это вряд ли, тут светит десятка. Не волнуйся, мы тут рядом, да? Мы рядом. Ладно, все, грузите парня. Oh, no. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Встретимся уже утром.